Привет! Сегодня несколько нестандартное видео. В нем я постараюсь ответить на вопросы, которые вы задаете в комментариях, и прояснить ситуацию по тем проектам, которые я начал, но они по разным причинам до сих пор находятся в работе, и по ним я тоже по разным причинам не выпускаю видео. В общем, начнем с самых свежих вопросов. Это множество людей спрашивали про то, что же в итоге с абартами. Я их вроде купил, начал восстанавливать, но дальше никакой информации по ним нет. Как видите, один абарт стоит здесь, ждет своего часа. Забегая наперед, скажу, что сегодня он своего часа дождется. И второй абарт уже сделан, он ездил, но в определенный момент там произошла небольшая поломка. Сейчас мы поедем посмотрим, что же случилось с тем абартом и как он сегодня выглядит, потому что то, что вы видели раньше, это была почти груда металлолома. И по дороге позвоним, закажем эвакуатор для этого. Он сегодня должен поехать на СТО, и с недели там, или через неделю должны начаться с ним работы. Что за работа, я расскажу после того, как мы вернемся. Как видите, абарт готов. В принципе, все, что надо было по кузовщине, здесь уже сделано. Остаются всякие мелочи, и, как обычно бывает, во время, скажем так, пробных поездок произошла интересная поломка, с которой лично я никогда не сталкивался. Поломался кронштейн подушки двигателя. На самом деле звуки были от двигателя такие, что я думал, что уже двигателю хана или коробке хана, но оказалось, отделались малой крови, всего лишь кронштейн. Именно поэтому так долго не было никакой информации по абарту, я ничего не снимал, потому что он сейчас стоит, ждет эту запчасть. Эта запчасть, естественно, заказная, не каждый день она ломается, там что-то с ней происходит, то есть пришлось со Штатов заказывать, скоро должна приехать. Сейчас двигатель практически висит на цепи, то есть это, конечно же, временное решение для того, чтобы абарт мог спокойно стоять и ждать свою запчасть. И когда здесь все разобрали, многие там спрашивали на первом видео про абарт, про этот спортивный воздуховод с нулевым фильтром. Я его тоже снял, и один мой хороший товарищ согласился со мной поменяться воздуховодами. У него заряженный абарт. Если, кстати, интересно, когда он доделает свой абарт, можно будет про него снять серию. Там абарт тоже американец на мультиэре, порядка 300 сил на нем будет. Очень интересная машинка. Если интересно, пишите в комментариях, я про нее расскажу. Как видите, погода сегодня не очень, поэтому в срочном порядке пришлось переместиться в машину. На улице снимать не очень комфортно. Уже звонил эвакуаторщик, он буквально там через 15-20 минут подъезжает к гаражу. Так что сейчас мы выдвигаемся в сторону гаража, подготовим абарт к тому, чтобы его можно было перевозить, и оттуда выдвинемся в сторону СТО, где его будут восстанавливать. По поводу подушки хотел один момент сказать, что многие, наверное, спросят: ты ж изначально можно было все посмотреть, но нет. На самом деле проверяли все подушки, все крепления, вроде как видимых повреждений на ней не было. Отдельная благодарность ребятам с СТО, которые согласились принять меня вечером, когда абарт поломался, и мне не пришлось его сначала тащить на стоянку, потом сюда везти. То есть я прямо сюда приехал, они все разобрали, показали, отдефектовали, и сейчас машина вот стоит у них здесь и ждет запчасти. Вот такая ситуация с первым абартом, который 2017 года. Теперь по поводу 2013 года. Так как много запчастей, которые здесь были целые, они были переставлены на тот абарт, там, крыло, там некоторые крепления и некоторые там патрубки и прочее, прочее. По факту мне сюда нужно покупать полностью все навесное, кроме дверей. То есть тут все нуждается в замене. Задний бампер, крылья, передний бампер, капот ремонтировать надо,
телевизор, некоторые, как я говорил, патрубки воздушные, водяные. То есть много всего надо будет делать. И в один прекрасный день, шастая в интернете, я нашел полностью всю кузовню в одном цвете с одной из редких комплектаций Abarth, точнее редких серий Abarth. Там практически все, что мне нужно, там даже дверь одна была, но, к сожалению, она только одна, я бы взял две, если бы они были, все в одном цвете. Это европеец, то есть он будет переодет полностью в Европу рестайлинговую. По поводу переделки в Европу там есть нюансы, о которых я буду рассказывать уже, наверное, чуть позже, потому что я сам еще всех не знаю. Тут вопросы по оптике задние, там чуть по-разному разведены, разные парктроники у них, то есть некоторые нюансы есть. По салону же они с этой лимитированной серией идентичны. Единственная разница — это цвет центральной панели. Она у меня красная, в той серии она должна будет быть другого цвета. Потом это все расскажу. И по оптике. Как раз здесь лежит один из задних фонарей. И вот здесь установлена, ну пока не установлена, она просто стоит такая вставочка, которая была подарена мне как раз вот этим моим другом, который занимается тюнингом своего Abarth под 300 сил. Он начал производить вот такие вкладки. Если интересно, я оставлю в описании ссылку на него. Захотите, посмотрите. То есть штука прикольная. Я, честно говоря, не знаю, от какой именно серии. Я видел, что были Abarth с завода вот с такими типа решеточками сзади. Но она, по идее, должна будет быть покрашена или в цвет кузова, или в черный. Посмотрим. Также вы можете написать в комментариях, какой вариант вам больше нравится. С этой решеточкой или без нее. Цвет мы специально убрали для того, чтобы вы в комментариях смогли погадать над тем, какого же в итоге цвета будет Abarth. Также по салону сюда еще куплен ковер. Что мне не нравится в американских Abarth'ах, это то, что у них ковер серый. Хотя весь пластик по салону черный, а ковер почему-то они сделали серым. Был куплен черный ковер, плюс здесь он очень грязный, то есть поменяется, будет выглядеть очень классно. И, как я говорил, эвакуатор должен быть уже в ближайшее время, он должен позвонить. Сейчас мы попробуем завести Abarth, потому что он здесь уже стоит где-то месяца два, наверное. И попробуем его выкатить, потому что эвакуатор сюда, к сожалению, заехать не сможет. Фак. Что думаешь? Да, что, надо масло заливать? Но сейчас, может, заведется. Так, пока мы ждем эвакуатор, мы переместились в гараж. Я немножко расскажу о тех запчастях, которые я купил. Значит, по навесному это задний бампер, передний бампер, ляда багажника, усилитель заднего бампера, накладки на пороги, капот тоже удалось в этом цвете достать. И всю защиту, то есть подкрылки, защиту двигателя, всякие пластики, трубки кондиционера, потому что они там замяты. Что еще? Ну, естественно, оптика вся европейская, как я уже говорил. И телевизор полностью со всеми радиаторами, с интеркулерами. То есть оно там, в принципе, целое все, но я уже решил поставить это, потому что оно, во-первых, новее, во-вторых, уже если ставить, то комплектом. Все эти комплектующие, как я посмотрел по наклейкам, они вообще 2020 года. Я, честно говоря, удивлен, что кто-то разобрал целую машину ради того, чтобы продать ее по запчастям. Ну, как-то очень странно. Причем мы ее проверяли, когда мы перевозили через границу, проверяли пограничники, и они не нашли никаких свидетельств о том, что она украдена или
где-то, ну, какая-то она проблемная. То есть чистую машину кто-то разобрал. И самое главное, что мне удалось купить правую четверть с Америки. Это очень редкая в наших краях запчасть, потому что европейская, она немножко отличается. Не сильно, но отличается. То есть если восстанавливать, лучше иметь под рукой, конечно же, американскую именно структурную часть, потому что навесной оно у них все становится, а вот структурная четверть вся, естественно, не будет меняться, то есть стойки не будут резаться. Мне четверть нужна ради небольшого кусочка, который у меня замят. То есть с него она аккуратненько высверлится, варится туда, и четверть с лонжероном, потому что лонжерон там целый, отправится дальше на продажу, я уверен. Она довольно востребована, то есть продать ее не будет особой проблемы. Для запчастей мы точно так же замазали цвет, чтобы вы имели возможность в комментариях угадать его. То есть машина будет именно такого цвета, вот какого эти запчасти. Они именно для этого и брали, чтобы не перекрашивать, а так вот прямо их поставить. То есть мне останется покрасить только задние крылья и две двери. То есть все. Ну, естественно, восстановить восстановить правую четверть. Вот. Сейчас мы уже отправляемся на СТО. С минуты на минуту должен подъехать эвакуатор. Там увидимся. Как видите, мы добрались до места. Абарт теперь здесь будет ждать своей очереди на СТО, пока доберутся, пока ребята закончат все свои работы и доберутся до него. Все так же я буду ждать ваших комментариев по поводу того, какого он будет цвета на самом деле, или может быть в какой бы цвет вы его покрасили, или может быть вы бы его оставили красным. В общем, пишите, интересно почитать. В следующих сериях он уже, скорее всего, будет собран, и я расскажу, что здесь делалось, что здесь менялось, как проводились всякие работы. Не уверен, что получится находиться во время работ на станции. Посмотрим, может получится сделать небольшой выпуск потом, как его делают. Может быть, приеду во время малярных работ сюда. Постараюсь это сделать. В любом случае, увидимся в новом видео. Спасибо за просмотр. Пока. Ну, давай попробуем.